Мир знает его под звучным псевдонимом, но за блеском софитов скрывается Лим Дон Хён. Его история началась 11 апреля 1995 года в Сеуле, но сердце его закалялось в суровом промышленном Ульсане. Детство Дон Хёна не было похоже на сказку. Пока другие дети беззаботно играли, он уже нес на себе груз ответственности, который не каждому взрослому по плечу. У него есть младший брат Им Дон Хёк, чья судьба была предопределена неизлечимым недугом, умственной отсталостью. Это стало самым болезненным потрясением в жизни будущего актера. Маленькому Дон Хёну приходилось быть не просто братом, а живым щитом, защищая самого близкого человека от жестоких насмешек и нападок сверстников. Семья буквально выживала. Родители работали до изнеможения, но нищета шла за ними по пятам. Долги росли словно снежный ком, грозя похоронить под собой все надежды на будущее. Глядя на то, как его мать в любую погоду из последних сил разносит газеты, Дон Хён дал себе клятву: «Я вытащу нас из этой ямы». Позже, став звездой, он первым делом сделает именно это, вернет каждый вон, который задолжали его близкие, чтобы мама больше никогда не знала тяжести той сумки с газетами. В те годы он и не грезил о сцене. Его страстью был баскетбол. Дон Хён мечтал связать свою жизнь со спортом, но встретил жесткое сопротивление. Его отец, который на собственной шкуре познал, насколько горек и тяжел хлеб профессионального спортсмена, категорически запретил сыну повторять его путь. Тогда в сердце юноши зародилось новое пламя – актерское мастерство. Но для отца-консерватора это увлечение казалось лишь пустой тратой времени. Дон Хёну пришлось вести двойную жизнь. Он поступил в актерскую школу тайно, скрывая каждый свой шаг, словно преступление. Развязка этой семейной драмы наступила на театральных подмостках. Дон Хён пригласил родителей на свой первый спектакль. Мать знала правду и хранила его секрет, но отец шел в театр, не подозревая ни о чем. По дороге к зданию висела огромная афиша, и с нее на отца смотрело мое лицо, с дрожью в голосе вспоминал актер. Отец был раздавлен и потрясен одновременно. И только когда занавес опустился, а зал взорвался аплодисментами, он наконец увидел в сыне не бунтаря, а истинный талант. В тот вечер стена между ними рухнула, и Дон Хён получил долгожданное благословение на поступление в театральный университет. Путь к мечте привел его в престижный университет Чунан. На факультете театра и кино Лим Дон Хён жадно впитывал знания, понимая, у него нет права на ошибку. Его официальный дебют состоялся в 2017 году в дораме «Правила игры». Тогда зрители впервые увидели этого юношу с обезоруживающей, нежной улыбкой. Маленькие, но искренние роли в сериалах «Уборка со страстью» и «30, но 17» создали вокруг него ореол романтичного и трогательного героя. Но за этой легкостью скрывался титанический труд. Настоящий взрыв популярности случился, когда он перевоплотился в капитана Го Чун Мёна в мистической драме «Отель Дель Луна». Роль призрака из прошлого, трагического возлюбленного героини, которую сыграла Ли Чи Ин, разбила миллионы сердец. Это было не просто везение. Чтобы звучать достоверно, актеру пришлось пойти на жертвы. Он заново учился говорить, осваивая сложнейший древнекорейский диалект. И когда критики признали его талант, это стало для него высшей наградой, доказательством того, что все было не зря. В 2020 году судьба преподнесла ему подарок – главную роль в сериале «Снова 18». Это был вызов – сыграть молодого баскетболиста, образ которого в оригинале воплотил сам Зак Эфрон. Здесь Дон Хён словно вернулся в собственное детство, к своей несбывшейся мечте о спорте. Но он не хотел быть просто красивым лицом. В мрачном триллере «Милый дом» он доказал, что может быть разным. Несмотря на то, что главная роль досталась другому, его персонаж Ли Йон Хёк стал мозгом и сердцем выживших. Успех был настолько оглушительным, что актерский состав стал желанным гостем на культовом шоу «Бегущий человек». Режиссеры наконец поняли, перед ними не просто новичок, а настоящий глубокий артист. 2021 год стал временем триумфа. Один за другим вышли «Монстр», «Пронзительная майская молодость» и «Загадочная меланхолия».
Его внешность кажется безупречной. Высокий рост – 182 см, вес – 70 кг. Широкие плечи, тонкая талия и стальной пресс – он выглядит как идеал, сошедший с обложки. Но за этой идеальной картинкой все еще скрывается тот самый мальчик из Ульсана, который помнит запах свежих газет и вкус бедности. Его романтичная натура и печальный взгляд сводят с ума поклонниц, но в его глазах всегда читается какая-то невысказанная тайна. Когда гаснут огни софитов, Ли Да-хён возвращается в мир, где нет сценариев. Его свободные часы – это попытка настигнуть упущенное детство. Он до изнеможения тренируется на баскетбольной площадке, перебирает струны гитары и находит утешение в тишине. Но в этом одиночестве он не совсем один. Рядом с ним всегда семенит коротколапый, верный спутник вельшкорги по имени Гайоль. Этот пес не просто питомец, это его якорь в бушующем океане славы. Да-хён настолько привязан к нему, что берет собаку на все съемки и интервью. А в 2020 году, когда на 57-й церемонии Бэксон он стоял на сцене с заветной статуэткой в руках, весь мир услышал его искреннее «спасибо», адресованное маленькому четвероногому другу. В этой преданности кроется что-то очень трогательное и в то же время бесконечно грустное. Личная жизнь Ли Да-хёна сегодня – это территория, на которую не пускают посторонних. Они не кричат заголовки газет, там царит лишь холодное молчание. Но за этим спокойствием скрывается поступок, который до сих пор отзывается в его душе глухой болью. Ради того, чтобы на экране его герой страдал по-настоящему, актер решился на страшный эксперимент над собственной жизнью. Его персонаж должен был пережить крах любви, и Да-хён решил испытать это наяву. «Я просто пришел к своей девушке и сказал, что нам пора расстаться. Мне нужно было это разрушение, чтобы осилить роль», признается он с горечью спустя годы. Он принес живое чувство в жертву искусству, выбрав холодный успех вместо тепла близкого человека. Теперь, вспоминая об этом со стыдом, он и сам не может объяснить, зачем пошел на такую жестокость к себе и к той, кто была ему дорога. Возможно, именно в этом добровольном одиночестве и кроется секрет его взгляда, в котором зрители всегда видят какую-то невысказанную, глубокую тоску. Сегодня Ли Да-хён – это имя, ставшее символом стойкости. В августе 2023 года он добровольно ушел в тень, сменив свет софитов на военную форму. Но даже в армии его слава лишь крепла. Его дебют в большом кино, фильм «Раскопанная могила», стал мировым хитом, принеся солдату престижную премию «Бэксон». Пока он маршировал на плацу, мир признавал его лучшим. Но главная тайна его сердца раскрылась на съемках мрачной драмы «Слава». Там, среди декораций мести и ненависти, вспыхнуло искреннее чувство коллеги Лим Джи Йон. Несмотря на разницу в 5 лет и долгую разлуку из-за службы, их связь оказалась крепче стали. В мае 2025 года, когда Да-хён наконец вернулся домой, первой его встретила та, кто стала для него тихой гаванью в шторме популярности. Он снова на вершине, но теперь не один. История Ли Да-хёна – это путь от разносчика газет до иконы поколения. Он доказал, что даже самую глубокую боль можно превратить в искусство, которое лечит души миллионов. Наше видео подошло к концу, но история этого актера только начинается. А какая роль Ли Да-хёна разбила ваше сердце? Жду ваши мысли в комментариях, я читаю каждый ваш отзыв. Не забудьте подписаться и поставить лайк, если эта история тронула вас так же, как и меня. До встречи в новых выпусках.